Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это недельный гороскоп на следующую неделю с 8 по 14 сентября. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать с вами это время, потому что у нас буквально через несколько часов включится как раз-таки этот нашумевший коридор затмений, и мы с вами, кто-то будет наблюдать за этим астрономическим событием, кто-то нет. Продлится оно всего лишь несколько часов. За ним можно будет смотреть в разных точках планеты. Вбивайте в интернет, смотрите, где вы можете и откуда его посмотреть, для того, чтобы посмотреть на это красивое природное явление в том числе. Для нас же, для всех это будет эмоциональный период. Поэтому да, нас ждут 2 недели очень такого интересного внутреннего раскрытия, я бы это так сказала. Все будет зависеть от наших действий, от наших эмоций. И буквально вот уже сегодня включается эта дорога длиной в 2 недели. Я не буду вас пугать, ребят, поэтому здесь, конечно же, расскажу сейчас, что нужно делать, потому что не так страшно, как про это говорят, естественно, со всех утюгов. Кармический коридор затмений, конечно же, карма – результат наших прошлых действий. Естественно, если мы ничего не делаем, но мы знаем, что проблема у нас есть, что мы будем делать? Разбираться с проблемами. А если мы уже совсем разобрались, то тогда это будут 2 недели продуктивной, активной и мощной работы в личной жизни, в любовных отношениях, на работе, с финансами. Все будет, конечно же, зависеть от нас. И да, на ближайшую неделю, ребят, у нас это гороскоп для всех знаков зодиака. Неважно, вы смотрите по Солнцу или по асценденту, это тенденции недели, какая у нас будет напряженная ситуация, гармоничная ситуация, с чем мы будем разбираться всю следующую неделю, потому что вторая неделя коридора затмений, она будет на других совершенно началах и настроениях. Сейчас же у нас вот на сегодняшнее число, на 7 сентября, да, у нас Юпитер в точной квадратуре с Марсом становится, понимаете, да, у нас Венера соединяется в квадратуре с Лилит, и это вот такая история, которая у нас, конечно же, будет отсвечивать всю эту неделю. Это наша социальная реализация, Марс с Юпитером, да, то есть это наше выяснение отношений. Эти планеты стоят в весах и в раке, то есть это наши близкие, это наши любимые, наша семья, наши вторые половинки, или же наши коллеги по работе, наши партнеры, то есть наши клиенты в том числе, да. Будем ли мы здесь контактировать, будем ли мы решать вопросы, задачи, либо мы наоборот будем выставлять претензии. Кстати, этот аспект очень такой, нужно зависеть от личных показателей, да, в натальных картах, но это аспект выяснения юридических формальностей в том числе. Поэтому хочется ли вам здесь закрыть старые вопросы? В принципе, да, будет легко, будет напряженно. Напряженный аспект – это та история, которая дается не совсем легко. Отсюда и название напряженный аспект, да, то есть придется побыть в напряжении. А если в вашей натальной карте вы родились с напряженным Юпитером, то понимаете, то эта история как раз-таки будет у вас на прочность ваших же противоречий. То есть где-то здесь нужно изменить свою точку зрения для того, чтобы пойти дальше и решить определенную ситуацию. То есть если вы человек не гибкий, у вас есть своя какая-то такая позиция нерушимая, и вы понимаете, что вы очень часто тормозите по жизни и не добиваетесь тех социальных заслуг, которые вы считаете, да, вам по праву должны, то тогда здесь нужно менять точку зрения. Относится ко всем людям, у кого Юпитер в натальной карте напряженный. Это неплохо, просто вам сложно по жизни получить те социальные регалии, на которые вы рассчитываете, которые вы считаете вам по праву должны быть даны, да, в этой жизни, но почему-то в силу возраста и с течением времени не получается к этому прийти. Открывайте свою натальную карту и смотрите, если Юпитер у вас напряженный с рождения, значит, вы всю жизнь боретесь со своими же противоречиями.
нужно менять точку зрения, фокус сознания. Ну, то есть понимать, что где-то вы не правы. Сейчас закидаете мне, скажете, ну как так? Вот так, ребят. И когда мы меняем точку зрения, это не говорит о том, что мы сдаемся. Нет, это говорит о том, что мы по-другому начинаем, другими масштабами смотреть на эту жизнь, понимаете? А напряженный Юпитер не дает нам вот этот масштаб увидеть. И тогда открывается очень много возможностей на самом-то деле, даже в коридор затмений, потому что следующая неделя, которая будет с 15 сентября, там вот этот как раз-таки масштаб и пригодится, потому что там уже решение более таких мощных земных вопросов будет у нас у всех, да. А сейчас мы такой социальный вес и наши внутренние противоречия. А второй аспект, который очень важен, это Венера в квадратуре с Лилит, и это наши вопросики могут быть на разных уровнях восприятия. Это любовные отношения, нам может казаться, что что-то в них не так, нас не так любят, нас не понимают, нас недооценивают, потому что Венера-то у нас во Льве. А это в прямом смысле, если мы не чувствуем себя сейчас королями и богинями, то ощущение такое, так, почему? Почему? И здесь нужно таки понимать причинно-следственные связи, что мы такого сделали, чтобы быть на высоте, или же мы не доделали, и почему нам так хочется вот туда, на высоту. То есть это все наши вопросики к нашей гордыне, да, то есть к нашему самолюбию, к нашему ощущению нравится, нам не нравится, как мы живем. Финансовая сторона вопроса в том числе сейчас, она так издалека идет, потому что для кого-то финансы идут из своих раскрытых талантов, навыков, кто-то зарабатывает деньги на работе в коллективе, да, то есть это коллективная работа, ваша жизнь зависит от других людей, да, а кто-то, ну, от партнера, деньги от партнера, это такая, ну, тоже, в принципе, обычная история, то есть Венера у нас это партнерский, я хочу сказать, не то чтобы, да, партнерская планета, в том числе Венера отвечает и за партнерство. Венера у нас сигнификатор по умолчанию седьмого дома, а это партнерский дом. То есть, когда у нас идут в браке два человека живут, да, и деньги идут через партнера. Есть такая история очень сильно нормальная, например, что-то на кого-то оформлено, а деньги идут через другого человека. То есть эта история такая, и очень часто она так работает. То есть деньги через партнера. Вот такая формула. Вы можете сколько угодно хотеть, чтобы все было оформлено на вас, но когда на вас все оформлено, деньги перестают идти. А вот когда у вас все оформлено на партнера, вы можете работать, и оно вот так вот очень хорошо идет. Вот такие указатели, да. И здесь тоже эта история. А отношения в браке в том числе. То есть понимаете, сколько я сейчас сказала, и у каждого, понимаете, ребята, мы вот здесь все разные, с разных мест планеты рождены, да, кто-то меня смотрит на разных языках, и это очень приятно, ребят, спасибо, что это не только русский язык, да, а, все с разных точек планеты, с разным уровнем воспитания, да, со своими сложностями сейчас смотрят это видео, и понимаете, у вас у каждого может отыгрываться по-другому, да, поэтому оставляйте в комментариях вопросики, дата, время, место и ваши вопросы в режиме свободного времени. Я отвечу и посмотрю, как у вас эта история отыгрывает. Конечно же, может работать очень просто. Венера в квадратуре с Лилит, мы можем просто докапываться до наших партнеров и считать, что нас не любят, что нас недооценивают, что мы никому не нужны, что нам не уделяют львиную долю вот такого внимания. Венера же во Льве, львиная доля внимания, да. Это бьет по нашему самолюбию, наша самооценка падает, это страхи, мы закатываем скандалы, истерики. И можно вот так до бесконечности идти дальше, обычные житейские бытовые истории и вопросики. Поэтому здесь, конечно, может быть все по-разному. И если разбивать по каждому дню недели, да, то сегодня у нас воскресенье, 7 сентября, сегодня у нас полнолуние в рыбах, лунное затмение, очень эмоционально полнолуние в рыбах, конечно же. Здесь мы можем наговорить много глупостей, тех моментов, очень эмоциональных в том числе, да, не глупостей, да, но это очень сильно будет нас задевать. Насколько нам нужно этой истории доверять? Ну, у нас на момент как раз-таки включения коридора затмений кармические узлы в потрясающих гармоничных аспектах с Лилит. То есть
все эти наши страхи, если мы про них будем разговаривать, помните, я во всех гороскопах недавних записывала, говорила, записываем в ежедневник, просто на листик, куда угодно свои страхи, переписываем их, чтобы вот они у нас были, чтобы мы их понимали, видели в лицо. И даже если нам кажется, что это какие-то самые глупейшие просто страхи, нет. Разобравшись вот в эти ближайшие 2 недели с нашими страхами, ну, хотя бы вот первую неделю сейчас, да, будет очень хорошая такая важная история движения вперед. Потому что нам про себя как минимум станет много понятно, да, много чего. Потому что не у всех есть время, там, психолог, да, сходить, в этом разобраться, настроиться, кому-то рассказывать. Для кого-то это конфиденциальный очень такой момент, да, потому что люди на самом-то деле все разные. Поэтому берем листик бумаги белый, записываем в него, доверяем ему и понимаем, что вот это то, с чем мы на самом деле боремся очень много, потому что следующий пик у нас этот эмоциональный возникнет у нас в феврале, с 17 февраля 2026 года у нас следующий коридор затмений. Не хорошо, не плохо, просто данность и временной отрезок, за который мы можем решить все свои сложные моменты, потому что на этой неделе мы будем разбираться больше в наших психологических аспектах. А неделя с 15 сентября по 22 это неделя наших уже таких земных, серьезных вопросов. То есть там уже нам нужно будет проявлять силу, стойкость. А если мы сейчас в эмоциях вот так растекемся, да, то у нас будет такая так себе история на следующей неделе. Поэтому смотрим. Если разбивать каждый день недели, то у нас 8 сентября Луна, это понедельник, 8 сентября, Луна в соединении с Сатурном, еще в Рыбах, но в соединении с Сатурном уже, да, и эта история очень такая, и вечером, уже буквально вечером, Луна перейдет в знак Овна, будет еще в соединении с Нептуном, то есть и здесь эмоции будут у нас такие, знаете, качать. Во вторник, конечно, уже будет побольше, потому более такие яркие, более такие дерзкие эмоции и движения, да, а вот в понедельник у нас будет такое состояние, мы так, вроде мы и бегать собрались, вроде мы что-то такое собрались сделать, цель большую взять, вроде как и вечером мы такие уже, ой, так что-то не лениво, ничего не хочу, и вообще хочется порыдать, поплакать. Ну, рыдать, плакать не надо, лучше, если вот вам хочется полениться, просто поленитесь, да, это понедельник вечер. Вообще в дневное время Луна будет в соединении с Сатурном, очень много на самом-то деле работы можно переделать. Здесь Луна еще будет в секстиле с Плутоном и с Ураном. Просто работоспособное время, потрясающий день, несмотря на коридор затмений. Ребята, стоим и держимся, не уходим в свои какие-то иллюзорные моменты фантазии. Потрясающий рабочий день, неважно в какой части планеты вы находитесь. Работаем, трудимся, не утопаем в эмоциях, делаем как можно больше, большие связи, крупные проекты, креатив, творчество, сложные знания, навыки. Все это подключаем и должно получиться хорошо. Вторник. Вот уже у нас Луна прямо-таки в Овне, Луна в трине с Венерой. Хочу сказать, да, это у нас вторник. И Луна в квадратуре с Юпитером. Начинает к вечеру подкатываться аспект, но все же Луна в трине с Венерой. Хорошее время, кстати, для свиданий, для знакомств, то есть лямур. Но опять же, смотрите, Венера у нас в точной квадратуре с Лилит, и здесь могут быть вопросики. Нам может казаться, что как-то партнер, который вот нам встретился, он какой-то не такой, он какой-то странный, что-то в нем не так. Мы будем искать какие-то истории такие сложные, докапываться, да. Не докапывайтесь в этот день со своей второй половинкой, устройте себе романтический вечер, день, хорошее время для спорта, хороший день в том числе, брать такие большие мощные нагрузки, финансовые цели. Но здесь будьте реалистами, потому что Луна в квадратуре с Юпитером еще продлится у нас первую половину дня и среды 10 числа. Это история, когда мы можем конфликтовать, когда мы можем предъявлять претензии, если у нас не получается. А Луна в Овне, мы же еще и агрессивные можем быть, да? Поэтому здесь не будьте агрессивны, будьте деятельны.
будьте продуктивны, не сдавайтесь и двигайтесь вперед. То есть, понимаете, это вот такая вот история начала недели, оно должно быть активное и продуктивное. И да, 10 сентября, среда. Здесь история не просто агрессивности, что у нас Луна в Овне, у нас еще Луна в Овне и в оппозиции с Марсом, который в Весах, поэтому здесь будьте аккуратны со своими партнерами, со вторыми половинками. Хороший день, чтобы поругаться, хороший день, чтобы сагрессировать. Будьте, я бы так, знаете, как сказала, лояльно понятными, да. То есть принимайте чужую точку зрения, смотрите на это адекватно, потому что сразу после среды у нас идет четверг. В четверг, хоть и у нас Луна переходит в Тельца, прекрасно вот это все время, но первую половину дня у нас Луна будет в квадратуре с Плутоном. Луна в квадратуре с Плутоном – это когда мы готовы всех изжить, когда мы готовы взглядом, ну, то есть у всех поставить на место, да. То есть это хороший день для того, чтобы брать какие-то сложные задачи, при этом приземленные, да, чего-то там достигать. Это четверг. Но при этом, особенно там утро, да, такая история, когда мы можем очень-очень сильно негативить. Поэтому вечер 10 сентября и первая половина 11 сентября – это история на Луна в квадрате с Плутоном, когда мы, ну вот, то есть особенно день за этого у нас Луна была в оппозиции с Марсом, и если там вот мы сдержались, то уже следующий день здесь мы можем, конечно, вспылить, но чем сильнее мы будем понимать, что это нужно эмоцию пустить в продуктивное начало, в достижение целей, в работу, в трансформацию своих каких-то страхов, переживаний, своего безделия и лени в работу, в коммуникацию, в проекты. И вообще потрясающе, потому что у нас 11 сентября, вот после того, как Луна, Плутон распадается, Луна идет дальше и становится в трине с Меркурием. Момент, когда нужно не истерить, когда нужно не ругаться, наоборот, договариваться продуктивно, вперед, четко, понятно. И здесь уже у нас как раз-таки распадается вот эта точная квадратура Юпитера с Марсом, то есть уже не будет столько противоречий. То есть если нам понятно, да, что где-то мы не правы, да, то есть мы готовы признать, что мы где-то не объективны, и если мы проявляем свою лояльность к чужой точке зрения, к другой точке зрения, кардинально отличающейся от нашей, тогда мы выстраиваем те самые связи, которые нам нужны, потому что правда, как говорится, она у всех своя, и если вам для продвижения вперед на работе, на службе нужно как раз-таки вот утихомирить свой такой, обуздать свой пыл, ребята, ну сделайте так, сложно здесь не будет, потом скажете со временем, а почему я раньше не мог, не могла пересмотреть свой какой-то взгляд на это, почему я всегда в это упирался, упиралась, да. То есть вот такая история. Идем дальше. 12 сентября, пятница. Луна у нас в Тельце, в оппозиции с Лилит. Первая половина дня – момент, когда нам немножечко страшно, да. Ну, как немножечко, да, когда все наши страхи на поверхность достойны, недостойны, можем, не можем, получится, не получится. Плюсом здесь у нас как раз-таки у нас еще Луна становится в квадратуру с Венерой, да, достойны, недостойны в прямом смысле, потому что Луна в Тельце, а Венера во Льве. Наше достоинство будет задето максимально так. Здесь, скорее всего, ребят, опять же, разбираемся в себе, потому что другие люди нам в жизни всегда попадаются для того, чтобы мы разобрались в себе. Стопроцентная правда и факт. Очень уже, даже уже не знаю, сколько раз можно про вот это вот все говорить, потому что здесь не просто вот одна комбинация, да, здесь при всем при этом, разобравшись в себе, понять, почему наше самолюбие задевают другие люди, почему вот настолько это для нас сложно, как-то нас это обижает. Как говорится, обижают тех, кто сам свой, имеет такое свойство обижаться, да, то есть злят все того человека, все те люди, кто сам имеет свойство злиться, да, то есть вот подумайте над этим. Потому что здесь ко всему вот этому еще потрясающий аспект Луны с Юпитером.
То есть в прямом смысле, если мы в этом разберемся, мы пойдем дальше. Плюс здесь еще Луна в трине с Солнцем, с Меркурием. То есть если мы разберемся в своем задетом самолюбии, в своих каких-то моментах обиды, переживаний, глубоких стрессов, панических атак, потому что следом у нас идет Луна в соединении с Ураном. А Уран – это главная планета панических атак. То есть мне очень часто там пишут: Женя, у меня какой-то период, у меня панические атаки. Такая думаю, так, что там Уран творит? Такая думаю, так, открываю. Действительно, вот ни разу не было такого, чтобы я открыла, и там не стоял где-то Уран в аспекте к Луне, к Солнцу, ну, как правило, к Луне. То есть это панические атаки. Не хочу сказать, что это как-то вот сложно. Естественно, сейчас спросите, как проработать? Потрясающая, логичная, очень четкая и приземленная проработка, когда Луна находится в Тельце, в абсолютно земном знаке. Даже если у вас находится не в Тельце, а даже в Близнецах, да, вне земном, в знаке абсолютной хаотичности, адекватная проработка – остановиться, понять, что вы никуда сейчас резко не убежите, остановиться, вздохнуть, подумать и сказать себе, как я могу решить эту задачу. Потому что Луна в соединении с Ураном требует от нас решения задач с помощью нестандартного подхода. То есть, если вы в своей жизни человек неординарный, любите что-то решать необычно, нестандартно, это ваш день. То есть здесь нужно блистать умом, креативностью, своим творческим подходом и не стесняться этого. Получится отлично, не получится, ну, как минимум вы успокоились и поняли, что эта точка зрения имеет место быть, это не настолько плохо, это вообще не страшно, и панические атаки сразу отступают. Потому что это панические атаки – это наш страх, который нами овладевает и не дает нам движения вперед. Мы останавливаемся, мы начинаем паниковать, у нас все рушится, мы начинаем ругаться, злиться, отношения идут вот туда, куда не надо, но здесь по аспектам Солнце в трине с Луной, с Меркурием, понимаете? То есть здесь история абсолютно гармоничная, когда мы в этом разбираемся спокойно. Это пятница, самый напряженный день недели, как правило, да. Если мы с этим разбираемся, договариваемся, даже если у нас в любовных отношениях возникли вопросики, потому что здесь Луна в квадратуре с Венерой, это сложные отношения с женщинами. То есть, если вы сейчас мужчина меня смотрите, то знаете, что в пятницу у вас могут появиться вопросики в любовных отношениях. Если вы женщина, вы можете поругаться с подругами, с мамой, не найти вот это взаимодействие, договориться. И, конечно же, как следствие, хочется разругаться, уйти в закат, сказать, мне эти отношения не нужны, мама, ты мне надоела, подруга, ты меня достала. В любовных отношениях хочется подать на развод, потому что следом же у нас 2 выходных. У нас Луна будет идти по близнецам, когда мы захотим сказать, что мы хотим тусоваться, и нам вообще вся ваша ответственность вообще никак не нужна. Понимаете, о чем я говорю? Но когда мы подбираем нужные слова, когда мы находим себе опору, мы понимаем, что это всего лишь момент, в котором нам нужно разобраться. Да, он шарашит эмоционально, потому что еще и коридор затмений, мы в тисках двух этих астрономических событий. А что делать? Идем дальше. Мы с этим справимся, ребята. Я уж точно в вас, в нас, в себя тоже верю. Ну и что на следующий? И буквально 13 сентября, суббота, у нас Луна хоть и в соединении с Ураном, но при этом в трине с Плутоном. То есть если мы в пятницу, пятница вечер, да, обуздаем свое вот это желание резко поругаться, разругаться и вот это вот все, то суббота у нас будет потрясающий день, когда мы будем понимать, о боже, как же все у нас хорошо, какие же мы молодцы, а давай вместе отправимся, не знаю, на романтическое свидание, а давай вместе в путешествие куда-нибудь поедем, на шопинг сходим, прекрасный день, отличный прекрасный день, хорошее время отдохнуть, потусоваться, в какое-то новое место сходить, на выставку, мероприятие, и вообще не так страшен коридор затмений, как его мулюют. Главное понимать, что мы с этим совсем справимся.
и воскресенье, 14 сентября. Прозвучало, как будто я какая-то старая бабушка уже. Воскресенье. Да, Луна у нас в Близнецах, но здесь у нас воскресенье. Смотрите, новый этап, включаются еще более сложные планеты. То есть первую неделю мы прошли, такие в субботу выдохнули, такой экзамен пройден, да, маршрут построен. У нас воскресенье, 14 сентября, Луна в квадратуре с Солнцем, Луна в квадратуре с кармическими узлами первую половину дня, и потом выстраивается такая очень мощная история, которая нам включает, говорит, да, эмоции это прекрасно, но Луна в квадратуре становится с Сатурном и Нептуном. То есть, да, вот этот вот очень мощный, интересный аспект, еще и Луна в квадратуре не просто с Солнцем, но еще и с Меркурием. То есть, когда нам сложно договариваться, да, когда мы, если мы затусовались, не приземлились, нас вот этот момент очень сильно гложет. Вообще будут вставать в этот момент в воскресенье, да, и на понедельник, в принципе, тоже продлится этот аспект. Нас начнут волновать земные вопросики. Земные вопросики о глобальном, о фундаментальные вещи в нашей жизни, не с точки зрения нас остановить, затормозить. Они эмоционально, естественно, будут, потому что здесь и Сатурн, и Нептун в соединении, да, будут в квадратуре к Луне. Но это такие вопросики более сильные, более мощные. А что дальше делать? То есть эмоции будут уходить на дальний план, Венера с Лилит начнет распадаться квадратура, то есть эту историю мы уже как бы пройдем и закончится она у нас, понимаете, и уже следующая неделя, да, она будет уже на других вообще моментах, то есть там такие вопросики поинтереснее, и там хочу сказать, что Марс у нас будет складываться в квадратуру с Плутоном. А все, кто помнят, у нас осень силы ноябрь 2024 и весна действий конец апреля 2025. Вот эти же эмоции, вот эти же события и силу и мощь. Вспомните, только там Марс с Плутоном были в оппозиции, а здесь в квадратуре. Когда еще нужно, то есть там вот у нас противостояние такое было, когда мы лавировали, а здесь нам нужно прям очень много сил вот так быстро приложить и за недельку прям-таки все свои силы хорошо отработать. И я не скажу, что это плохо, я не скажу, что нас это будет тормозить, потому что следующая неделя будет Солнце в соединении с Меркурием в оппозиции с Нептуном и с Сатурном. Очень хороший аспект приземленности, очень хороший аспект для движения цели, и мы все к этому идем. И здесь, конечно же, ребята, я хочу сказать, что опять повторюсь, не так страшен, конечно, у нас коридор затмений. Главное понимать, что мы здесь, и если мы вот здесь понимаем, то мы совсем справимся. Если вы слышите моего кота, который меня выгоняет, говорит, завязывай. Ну что, ребят, я отвечу на все ваши вопросы, которые вы оставите в комментариях. По классике в конце актуальные ролики, если вы их еще не видели, посмотрите, примите верное решение. Ну и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.